Друзья, недалеко от нашего дома, квартиры, которую мы снимаем, есть вот такая марина. Сюда приходят яхты, кораблики, прогулочные также в том же числе. Вот. И мы сегодня собираемся подняться на вот эту гору. То ли на вот эту, то ли на вот эту. Я, когда уже буду наверху, я сниму и расскажу побольше. Вот. Там, в чем интересно, там есть смотровая площадка, и только в этом году там сделали стеклянный пол, на котором можно походить и как бы над пропастью. Да? Мне кажется, это страшно, но интересно. А сейчас мы идем, почему мы, собственно, приехали к этой марине. Можно было пешком, но мы уже, подъехали. Димы друг, который они дружили еще в Киеве, он занимается со своим братом яхтингом. Они ходят по островам Греции, Хорватии, Черногории. И вот они договорились, что он придет в этот порт, именно в Хорватии, в Макарский. Вот. И мы будем тоже плавать дня 2, наверное, и поживем 2 дня на яхте. По-моему, это будет очень здорово. А пока полюбуйтесь видом. Что-то я своих потеряла. А, вот они далеко. Mówił, że jesteście, to powiedział, żebyście wpadli na zielony trunek. A gdzie on? Możemy pojechać. Да. На зеленый trunek. Слышишь? А много этих? Мы подойдем на швартовку. Ты возьмешь тот черный конец. Я подойду близко, ты выскакиваешь. Я понял. Накидываешь на ту херню, которую я тебе скажу, и возвращаешься. А, и не возвращаешься, Леша подаст впереди. Начнем с заднего. Чего? Я свои капки не взяла. Я взяла твои. Я же знаю, что ты не берешь свои вещи. Тонь, можно я тебя засниму? Конечно. Классно? Ой, Сделай мне фотографию на мой телефон. Накинуть веревку. Вот так. мам, Что? я вот тут. А я Близко к воде не подходи. Ну что, будем ждать мы свою яхту. Сейчас придет наш друг в марину. У нас сегодня уже следующий день. Смотрите, как погодка у нас сегодня подпортилась. Идет дождь. Но тем не менее очень-очень жарко. И то, что я увидела в интернете, прогноз погоды, то завтра все наладится. Но как бы это нам не мешает. Ну, какая красотища здесь. Да. И так выглядит 2 дня. 2 дня на яхте. На 4 человека. Как-то так. Много всего. А вот и идет за нами наш капитан. Из-за угла. Вот это вот, да. Посерединке. Вот он, наш Ленька, плывет. Точнее, идет. Плывет, некрасиво говорить. Вот он. А ты не подходи близко к воде, Анюта.
Там каюты, по-моему, штук 5. В ней достаточно большая яхта. Я вам еще покажу. Мы уже вчера там смотрели. Вот это она, да. А, вот чувак. Приехал. Что кричишь? Вон человек на велосипеде, который денег. А не подходи к воде, пожалуйста. Близко не подходи. Это уже твой знакомый, походу, да? Походу, да, уже. Так что гляди, будет скоро скидки там какие-то бешеные. Яхта, кстати, 2014 года. Новая, можно сказать. Одерживаем. Ой, кажется, меня сейчас вот. Показывай видео. Покажу сейчас, подожди. Мы тут уже на катере, точнее на каком катере, на яхте. Ой, покажу вам вид. Сегодня облака лежат на горах, очень красиво. Это наш пляж, то есть с нашей стороны мы где-то вон там в том доме живем. Ну не в том доме, прямо где-то рядом. И ждем Диму. Сейчас на лодке его к нам доставят. И пойдем. Нормально. Сейчас Леша его заберет. Левая нормально? Хорошо. Давай, Леш, вылезай, потом я. Бери весло, говорит, оставь себе. Там конец. Че? Блин. Не спеши сюда вставать. Смотри. Как меня мотыляет. Ну, здравствуйте. Даже коньячок очень помогает. Ой. Без карри. Может быть, Остаться за бортом Это помогает. капитан. Болезнь. Спасаюсь только ромом. Пап, снимай доску. Точно, Как истинный капитан, спасаемся ромом. точно, дочка. Видишь, ты умничка. Вообще плавать не умею, высоты боюсь, темноты боюсь. Ну да. Клаустрофобия. Самое Как ты страшное живешь? это Санта-Клаустрофобия. Хорошо, что хоть натурал. Главное, что это. Хотя за годы я не знаю, как у тебя там все с этим делом. Гетерофобии, главное, что нет. Майкл жив? А на этом становится? Нет, А, нет, там ну нет написано. стенд. А как тогда? Вот так вот, типа, чик? Ну нет. Это загадка для всех нас. А, то есть не я, ну ясно, окей. И главное, еще наклеены такие штучки, чтобы не подскользнуться. Мгм. И не становиться, И не становиться, и не подскользнуться. Ну, если... Если я вижу, что это нормально, в смысле, у него какая карта стоит? Хорватская, да? У него входящий план, Не, не надо, Аню. Там памяти нету. Димончик, можешь здесь заплывчик для меня сделать? Я сниму. Секунду. Не спеши. Ладно, поехали.
искали тихое место, чтобы нас не шатало. И здесь мы будем ночевать. Я надеюсь, камера хоть немного передаст всю эту прелесть, которую я сейчас вижу. Вы обратите внимание на эту воду. Мальдивы. На, лучше подай дяде Лене рыбу. Принесешь? Да, это будет наш ужин. Ау, Какая у тебя вода? Какого? конденсат похоже. Просто черный. Ребята насобирали Вроде морских черных, ежей Я тоже думаю, что черных. Я таких и не собираются видел их еще есть. Ну это не точно. Ну, Да. это не точно. Ну, никогда. Абсолютно не точно. сегодня идет 3-й день отдыха нашего на яхте. И у нас закончились запасы еды. Мы прибыли в городок Елса, если я правильно, конечно, говорю, чтобы затариться. Мы вообще-то думали на одну ночь, но сегодня уже будет 3-я. Просто, ну, очень-очень уж классно. Поэтому мы решили остаться еще ненадолго. Смотрите, какой симпатичный. Вау, прикольно здесь. Прикольно. Классный городок. Короче, на яхте отдыхать очень классно. Каждый день меняются виды. Ночевать можно, выбирать места себе где хочешь, что вам по душе. И, в общем, не скучать. Симпатично. Готовимся к парковке, к высадке. Медленно очень движется. Анют, посмотри на меня. Дамочка, как вам отдыхается? Да. И не одна, вот Я думала, кстати, по поводу, как себя чувствуют дети на яхте, да, вот если такой отдых, то, кстати, Анюта сама попросила остаться еще на 1 день. Оказывается, ей очень даже интересно и не надоедает идти, как бы, когда мы не купаемся в море, а идем, то ей тоже нормально, не надоедает и интересно. А, какая красавица. А мы в магазин идем, пап? А в магазин идем? Или в кафе? Сейчас мы где-то здесь остановимся. Вот, собственно, вот так называется этот городок. Очень-очень классный с виду.
Такие пейзажи. Кстати, вот здесь Хорватия напоминает Италию. Посмотрите. Каменные постройки, цветочки. Город Елса. Очень симпатичный. Я люблю такое. Я уже не раз слышала, как Хорватию сравнивают с Италией. Что вам рассказать? В общем, друзья, если собираетесь ехать в Италию, ладно, сейчас я отойду, а то здесь фонтаны шумят. Точнее, не в Италию, а в Хорватию. Если у вас будет возможность, обязательно возьмите яхту хотя бы на один день, потому что это того стоит, проплыть по островам. Здесь их достаточно много. И очень красивые виды открываются. С моря совсем другой вид, нежели вы сидите на берегу. Еще возьмите велосипеды. Так вы сможете, у вас будет больше возможностей поездить по другим пляжам и увидеть какие-то другие места, а не сидеть только на пляже у своего дома или квартиры или отеля. Как можно больше посмотреть. Это кого-то дом? Нет, это кафе. Хочу показать очень уютное кафе на улице. Только почему-то там никого нету, здесь побольше. Здесь, кстати, много рыбных всяких морепродуктов, короче. Потому что в Италии я была даже удивлена, что там не такое разнообразное меню по поводу морепродуктов, как здесь. Что не может не радовать. Очень много пекарен. На каждом углу здесь пекарня и довольно вкусная выпечка, сдоба, хлеб и так дальше. Очень вкусные арбузы. Обязательно в Хорватии попробовать арбузы. И даже желательно не попробовать, а есть их каждый день, потому что у нас таких сладких нету. Вот. Пока ребята пошли в магазин, вон стоит наша красавица, в смысле яхта, и мы будем идти дальше. Третью ночь мы уже будем проводить на яхте. И это так прикольно. У меня первый опыт так долгого нахождения на воде, но мне понравилось. Ой, ты где? Еще на набережной везде вы встретите объявления, что ведутся выезды на соседние острова. Вот остров Бол, на котором мы были вчера. Вот этот вот. Цены, я даже не знаю, какие цены, кстати. Блин, я вот думаю, как хорошо, что у нашего друга оказались эти вольные, господи, я уже на польском, как обычно, путаю. Свободные несколько дней, что у него никого не было, туристов, и он смог взять нас аж на 3 дня. О, прикольный канал. Такой интересный. Иначе мы бы всего этого, конечно же, увидеть сами не смогли. Как жаль, что в отпуске так быстро пролетает время. Мы сегодня уже здесь 7-й день. И через 3 дня нам нужно будет уже отсюда уезжать. А у меня такое ощущение, что мы только-только приехали.
Но обязательно вернемся. Я теперь понимаю, почему поляки любят Хорватию и каждый раз возвращаются сюда. Слышите цикады, как трещат? Мы остановились в очередной бухте на 3-ю ночь. Здесь мы останемся. Анюта не боится плавать на глубине. Сначала очень боялась. А сейчас уже спустя 7-8 дней отдыха уже с яхты может купаться. Плавать. Четвертая ночь на яхте. 4-я ночь у нас будет в этом месте. Ну, скорее всего, да? Не скорее всего. А точно. Хорошо. То есть определились. Место называется Мласка. Мласка? Да. Почти как ласка, но мласка. Сейчас мы здесь парканемся. В общем, где-то может здесь. И здесь классно, что не совсем дикие пляжи. Там есть даже кафе, ресторан какой-то. И магазин есть. Это хорошо. Нет, нет, нет. Нет. Для парусов. Делается тарзанкой. Тарзанка? Да. Мы будем прыгать с тарзанки? Да. Класс! Трамплина. Так, давайте я вам покажу, как яхта выглядит внутри. Ступеньки вниз, спускаемся. В целом есть 10 спальных мест. Раз, два, три, 4 одноместные, если брать здесь вот. И 1, 2, 3 двухместных. Спустились вниз. Здесь у нас обеденный стол. Небольшая кухня. Вода, духовка есть. Плита, есть холодильник. Вот здесь он небольшой, но он все же есть. Идем вправо. Здесь каюта одна. Свет можно включить вот так вот. Здесь двуспальное место. В каюте имеется шкаф на кнопочке, чтобы не открывалось. С двух частей складывается. И с другой стороны точно такая же каюта, еще одна. Идем дальше. Здесь у нас есть туалет и душ. Полноценный, можно помыться, короче. Вот так вот. Телевизор. Хотя я сомневаюсь, что вы его здесь будете смотреть. Дальше. Есть вот такая каюта, как бы с коридором, в котором имеются тоже 2 спальные полки, вот такие. И еще один туалет, поменьше который. Здесь мыться уже нельзя, но туалет есть. Это как отдельная квартира прям получается. И второе, как мне кажется, самое большое спальное место, оно находится в носу корабля. Здесь спали мы с Анютой. Ну и тоже шкафчик, все дела. Вот так вот
Вот так вот выглядит яхта внутри. Ну все. И выходим на палубу и смотрим эту красоту.